Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Я тут вижу, есть Зевс, есть Тайт, Дух Пятерка и Омник. Так, ну, может быть, попробовать сыграть на магах, как раз Петух пришел. Ну, давайте так, я загадывать наперед не буду, но я буду целенаправленно пытаться собрать все-таки магов. Вот, хочется в этом патче мне сыграть на магах, потому что есть такая возможность. Можно найти еще и дракончика с помощью пакта мертвецов. Короче, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте сейчас прям прожать свой лайк. В конце написать, соответственно, свой комментарий. Кто не подписан, то уже вы подписываетесь. Прям так берете и подписываетесь. Так сильно. И на мой телеграм-канал тоже берете и подписывайтесь. Ссылочки, если что, закреплена в описании под видео и, соответственно, в комментариях. Ну, а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Будет очень приятно, если кто-то станет спонсором. Так, короче, цели маги, окей. Но первое, что я хочу спросить, это такой, знаете, вот байт на комментарии вас. Как вам патч по итогу? Мне, на самом деле, патч очень нравится. Очень много идей у меня в голове. Ну, не передать словами, сколько идей у меня в голове. Ну, хотя давайте попробуем вам такие вот прям очевидные игры вам рассказать. Ну, во-первых, я хочу вам собрать ЦК, керри, может быть, под рыцарями и троллями. Ну, посмотрим. Хочу показать еще вам троллей, то есть как их бафнули, потому что троллей на самом деле очень жестко бафнули. Прям очень жестко. То есть, на самом деле, сейчас тролли прям довольно-таки себя отлично чувствуют. Прям, ну, не передать словами, насколько отлично они себя чувствуют. Вот. На демонах еще не играл, на полных ведьмаках, но хочется тоже сыграть на полных ведьмаках. Как раз можно будет попробовать ТБ собрать. То есть нам все равно нужны будут друиды, ну и, соответственно, можно будет попробовать ТБшку собрать. Хотя там ТБшку немного понерфили, но в целом можно будет попробовать. Так, беру жрецов на всякий случай. Вроде бы как бы у меня старт неплохой, судя по тому, что мне пришло, но это только огр у меня в 2 звезды. Ну, такой себе старт, ладно. Ну, такой себе старт, короче. По поводу вот этого вот нового героя, петуха. И хочу, ну, я надеюсь, я вам покажу, все-таки продемонстрирую. Короче, если вы ставите 2 петуха, и у вас есть персонаж, который активирует свою способность, пассивочно даже, вот я имею в виду вот как огр, да, которому не нужна мана, вы ставите еще одного дополнительного героя, который накастует там, ну, либо просто ШД ставите. Короче, суть в чем, ставите 2 петухов, кто-то из ваших героев кастует активную способность, и просто они вдвоем начинают по очереди настреливать. Такая прикольная тема. То есть их способность будет считаться друг у друга как активка вашего союзного героя. Прикольная тема. Можно бузить. Блин, мне огра так жестко идет. Может, это намек на то, что мне нужно играть на агре? Может, я сейчас соберу себе агра в 3 звезды? Тут как раз жезл Киры есть. И, кстати, я сыграл на 6 богах с помощью Тинкера, с помощью, ну, вот этого вот героя. И скажу так, это полная шляпа, ребят. Не надо пробовать даже. Боже, так мало урона, что просто не передать словами. Короче, я не рекомендую нового героя собирать под 6 богов. Это слабо, это очень слабо, не передать словами, насколько это слабо. Короче, грустно и печально. Кстати, я здесь в этой игре, скорее всего, соберу себе новую синергию под магов, потому что есть же Зевс, а как мы помним, что у Зевса это одиночная способность, то есть магическую призму мы ему найдем, поставим новую синергию наблюдателей, и, соответственно, там Зевс по-любому должен попадать во всех, потому что, ну, плюс 3 цели. То есть, короче, минимум 3 цели он должен бить. Минимум. Так что вот. Кидай ракет! Ты какой козел. Какой же ты козел, просто не смог свои ракеты запустить. Почему ты такой плохой? Кстати, я, короче, если что, как вы видите, поставил себе жрецов, потому что я задолбался терять свою хп. На жрецах вроде бы как бы никто больше не играет. Это хорошо. Вот. Вот. Короче, первая идея, это по поводу ЦК. Я хочу вам ЦК собрать под рыцарями, либо под троллями, неважно как. Короче, керри ЦК будет. Второй момент, керри банши. Очень хочу вам записать керри банши. Нежить я уже записал. Третий момент, хочу драконов, богов, магов собрать. Четвертый момент, не знаю, что-нибудь еще соберу такое.
На самом деле мне очень нравятся тролли. Жрецы, жрецов хочу записать. Точняк. Жрецов через зомбаря. Там же зомбарь такой перебафанный, боже. Ребят, если будет возможность, кто-нибудь попробуйте сыграть на жрецах, но через зомбаря. То есть берете зомбаря Керри. Как его сделать? Пакт мертвецов. 1-2 штуки, но в зависимости от вашего скилла. Но, типа, на самом деле, если 2 пакта мертвецов закидываете, шанс намного больше, то, что ваши фигуры перевоплотятся. Вот серьезно. Я это заметил. А с 3 пактами там 100% гарант того, что у вас будут фигуры перевоплощаться. Типа, это топчик. Если это такая особенность, типа такая механика, то это прикольно. Но на самом деле из-за того, что там уникальный активный эффект написан, я считаю, что это баг какой-то. Я написал это разработчику, написал в техподдержку. Посмотрим, что они ответят. Но, по-моему, это баг. То есть, ну, я уверен, что это баг, потому что там оно оранжевым выделяет, это означает, что это уникальный пассивный эффект. Это значит, что этот предмет не стакается. Ну и, соответственно, пакт мертвецов этот не должен стакаться. Но если это механика, то, в принципе, почему бы и нет? Потому что ты и так много будешь тратить, ты будешь тратить свои слоты. Ну, короче, я думаю, вы суть уловили. То, что ты будешь просто тратить свои слоты, перерабатывать, там, перековывать, ну, не очень рентабельно, можно так это сказать. Поэтому я считаю, что нормально то, что они сделали пакт мертвецов, что он будет стакаться. Я надеюсь, что это не баг, потому что не каждый захочет потратить перековки на пакт мертвецов, даже если вам упадет на 10-м раунде мастерская бума. Вот так вот. Но на самом деле, если вам ранние 2 пакта мертвецов падают, а на 10-м вам падает мастерская бума, вы еще раз так бэмс, еще и третий можете найти. Второй, точнее, на 10-м раунде, а третий вы находите на 15-м. Все. Просто милости прошу, собираем нежить и разваливаем. Но идею запомните. Зомбаря Керри под жрецами. Я думаю, это будет очень сильно. Там жрец очень сильно бафнут. Смотрите, сейчас еще мобов нету, попозже. Хотя можно, ну ладно, попозже. Попозже поставлю на мобах, скорее всего. Вот этого вот пингвина в виде петуха. И посмотрите, как оно будет. Там уже чел себе 2 панды нашел. Сильно, понимаю. Не осуждаю. Вот. Что еще такого хочу подметить? Хочу подметить то, что игры в действительности стали намного быстрее. Ну, как намного? На 30 секунд. Но это на самом деле довольно-таки сильно влияет на... По времени я бы на самом деле сделал, что разработчики, наверное, бы в 3 этапа еще бы скорачивали. То есть 20 секунд нормальный бой, 20 секунд ускоренно в X2 и еще 20 секунд ускоренно там, не знаю, в X4. Было бы прикольно тоже. Чтобы вообще по минимуму времени сэкономить. Но тогда времени, наверное, будет не хватать. Ну, это хрень, наверное. Хотя не знаю. Напишите свое мнение в комментариях, что думаете. И, кстати, раунды ж по 40 секунд теперь. Мало того, что времени теперь поменьше стало, то ускорение идет на 31 секунде. То есть, когда у вас остается там 10 секунд на таймере, тогда идет ускорение. Я недавно был в замешательстве, такой сидел, думал такой, а почему, типа, сейчас 31 секунда, а раунд не ускоренный, что за бред? А потом я только обратил внимание, то, что раунд это по 40 секунд сделали они. И на 31 секунде имелось в виду на 9 секундах. Короче, ну вы поняли. Смотрите сейчас на петухов. Сейчас они будут отстрел устраивать. Чекайте. БХ чуть назад поставил, потому что я хочу, чтобы он монетку выбил. С мобов. Смотрите. Отстрел. Бэмс. А теперь смотрите внимательно. Бэмс. Прикольная тема на самом деле. Если вы 2 ранних петухов, 2 звезды сделали, вообще по кайфу. Мне упал сейчас упала аптечка, поэтому я сейчас буду через аптечку обузить себе 10 уровень. Как можно быстрее. Я, конечно, хотел, чтобы мне еще и баф людей упал, но, видимо, сегодня Санечка будет без бафа людей. Ну, пошел в баню, Санечка, ничего страшного. Больно-то мне и хотелось, как бы, да? Играть вот с этими вот, как бы, людьми. Фу, люди. Так, я ж надеюсь, никто мою аптечку не будет обузить вместе со мной, да? Чел на убийцах там, давай, сиди, отдыхай. Чел на 2-м месте тоже себе аптечку сделал. Сейчас пока спешить не буду, сейчас посмотрю, что за раунд будет. Что-то, ладно, в принципе. И я сразу синергию Киры заблокирую, чтобы у меня лишние фигуры не попадались. Потому что синергия Кира мне вообще не нужна. От слова совсем.
Так, поехали. На самом деле, просто у меня хпшки так маловато. Не скажу, что прям много. Текс. Но панда мне не особо-то и нужна. Хотя... Знаете, какая еще жесткая реликвия новая? Это та, которая отмотка временем. Вообще такая обалденная реликвия. И была недавно каточка у моего противника. Чел просто нашел себе на 10-м раунде этот, как его там, хаотичный договор. На 20-м раунде получает отмотку времени и снова юзает хаотичный договор. Сильно. Чел там себе антимага уже нашел. Неприятно. Ну и чел просто 20 раундов сидел с огромнейшим винстриком. Но я его немножечко наказал. У меня был жезл Киры. Ой, жезл Киры. Коса. И я его с косой, там у него, по-моему, 20 винстрик был, его просто косой бэмс. Но я, к сожалению, отлетел в топ-4. В топ-4 отлетел, потому что бог рандома немножко нехороший. Нехорошая сущность. Короче, там просто, чтобы вы понимали, меня против шаманов играл, и там у шамана миллиард контроля прилетело от него в меня. И все, мой Кири умер. И все, в топ-4 улетел. Причем там так жестко наспамилось. Я, кстати, по поводу реликвий, по поводу иконок написал в техническую поддержку. Ну, не в техническую поддержку, а именно напрямую разработчикам. Техническую поддержку нет смысла от слова совсем писать. Они даже как бы и не пытаются что-либо сделать. По поводу количества кадров в секунду, они пофиксили это. Да, я проверил, кстати, через NVIDIA Overlay. Проверил, что в действительности нужное количество кадров. И не багуется. Вообще по кайфу. Теперь не надо вот эти вот, знаете, танцы с бубном делать, чтобы себе сделать нормальное количество кадров. Такая приятная картинка теперь стала. Не знаю, прям невооруженным взглядом это заметно. Тупо кайфую. Не надо там заходить в настройки, тыкать вот эту вот вертикальную синхронизацию. Топчик, топчик. Просто топчик. Так. Мне бы агра, конечно, тоже убрать. Потому что есть там паренек вылетевший. Мне хотелось бы свой лустрик сохранить. Вот смотрите, сейчас видите, у меня есть две активных способности. Это ШД и тролль-жрец. Смотрите сейчас на петухов. Пэмс. Пэмс, пэмс. Нормальный прикольчик, да? Ну, типа, просто такая фишка с этим героем, что ее можно обузить. Знаете, играл бы я на зверях, хрен бы мне так рано пришел Мишка. Хрен бы он мне так рано пришел. Хренушки. И вот так сделаю. Хотя, может... Да не, пак, это хрень будет. Мне просто нужна хорошая стенка. Да что ж такое, Гор? Хотя вот так вот сделаю, в принципе. Мишка намного лучше будет, как танк. 7 баночек. Ну, 27 хп за 7 баночек. В принципе, нормально хп восстановил себе. Да что ж такое? Режим Жигуля у меня активировался, так что, если что, дико извиняюсь, ребятки. Я, кстати, прочитал комментарий, я его ждал. Я специально в своем телеграм-канале написал о том, что я там сделал ошибку в повествовании, в обзоре на глобальное обновление по поводу предмета второго тира, который дает плюс 1 ценность перековки. И там я ошибся, то, что сказал, что будет с мастерской бума 4 перековка, на самом деле там будет 5 перековка. Типа, я ждал этот комментарий, что кто-то напишет его, ждал. И меня не подвели. А что-то типа бафа людей сегодня будет или как? Я что-то не понял прикола сейчас. Уже 16 раунд, а у меня только из бафа людей это ЦМ-ка в 1 звезду. Серьезно? Что за... Ну это Ладно. Это реально трендец. Вот так вот, знаете, вот так всегда. Я только хочу сыграть там на магах, на драконах, через баф людей и тому подобное. По итогу вот такая вот шляпа происходит. То маги мне не идут, то люди мне не идут. И что делать?
Муравью только болт на 28 приделать. Бесит меня это. Оу май. Знаете, ребят, сейчас маршрут, наверное, будет перестроен. Я гребал с таким вот приколом, то, что мне тупо не идут сейчас маги. Тупо не идет баф людей нормально. И я, наверное, все-таки перестроюсь в троллей и покажу вам новых троллей. Тут как раз под троллей на самом деле легендарные фигуры бомбезные. Я, наверное, все-таки покажу вам троллей. Я думаю, все-таки реально стоит показать троллей. Это будет намного лучше. Есть еще мастерская Бума. Жалко Маморы нет. Я бы Мамору с удовольствием тыкнул бы. Ну, что? Ну, давай попробуем все-таки новых троллей. Поехали, все. Немного рыцарей пока что поставлю. Можно будет под рыцарями пока что посидеть. То есть собираем как? Смотрите, 6 троллей, 4 рыцаря пока что. Потом, в зависимости от ситуации, будем перестраиваться. Потому что здесь есть хорошие легендарные фигуры, которые мне необходимы. Тут есть и Омник, тут есть Тайдуха, есть Варлок. В принципе, уже 3 фигуры, которые, с помощью которых я могу обойтись без рыцарей. Но и на самом деле у меня же есть все-таки, как-никак, Омник, то можно, в принципе, и на рыцарях посидеть. То есть 4 рыцаря сделать. Но мне кажется, контроль будет намного важнее. Короче, кто не в курсе, что там поменяли в патче, что так стало намного лучше, играть намного разнообразнее. Ну, вот на самом деле, разнообразие это вообще топчик. Вот что-что, но разнообразие я очень долго ждал. Я прям... Меня настолько воротило от предыдущего патча, что я этот патч ждал очень долго. Потому что придумать что-либо такое интересное и новое, чтобы оно работало, в предыдущем патче это нереально было. А сейчас у меня руки развязаны. Санечка. Креатив не хочу, называется. Так вот. Кто не знает, что там поменяли, короче, в предыдущем патче, в этом патче, точнее, в предыдущем, то на моем канале есть обзор на глобальное обновление. Всех милости прошу, смотрим, изучаем. Вот. Сори, я задумался немножко, как дальше поступить, какие действия свои сделать. Немножечко такой тупняк словил. Но на самом деле это не тупняк. Это изучение. Изучение? Ой. Не, ну да, изучение, в принципе. Изучение своей стратегии дальнейшего, так назову. Хватит меня так пинать. А, не, в принципе, пока аптечка действует, можно меня так пинать. У меня сейчас будет 10-й, я на 10-м спокойно начну ролиться. ДК нашел, наконец-то, явился, не запылился. Вот это вот существо. Наконец-то оно явилось. Спустя миллиард... Просто вдумайтесь на секунду. Спустя 20 раундов мне приходит ДК. То есть у меня спустя 20 раундов появляется просто полный баф. Ой, полный баф. Немножко бафа людей. И то. Я его сейчас не активировал, я его продал. Потому что он мне не нужен. И сейчас за эти несколько раундов просто себе уже 10-й возьму и не буду париться так. У меня, правда, 40 хп осталось. Баночки от жрецов не очень хорошо сработали. Прям печалька какая-то. Ну, что поделать. Бывает. Помянем. Сейчас самое главное, чтобы ненормально реликвии падали. Блин, реликвии яиц, конечно, классная тема. Очень хорошая тема, это реликвия яиц. Вот такую какую-то расстановку буду делать. Сейчас скучно всех я не хочу ставить. В этом нет смысла никакого. Жрецов оставлю. Вот так вот сделаю. А теперь наблюдаем, сколько у меня сейчас будет скорости атаки. А, ну, чел на 8 уровне находит себе там Тайда, Омника. О. Не, ну мне грех жаловаться, я берсерка нашел. Ну ладно.
Ну, немножечко надо ж поныть, ребятки. Ну, не поныл. День прошел зря. Не знаю, мне очень хочется зарандомить сейчас реликвию, и, если честно, мне не очень хочется сейчас рандомить эти реликвии, потому что, в принципе, реликвии топ, коса тоже топ. Если я сейчас особенно собью чуваку Винстрик 9, то забейте там просто сюда эту прикормку. Вот этот крит, который они поменяли, это выглядит, конечно, очень круто, но иногда, знаете, ну, не знаю, у вас такая есть тема или нету. Короче, мне иногда кажется, то, что когда вот этот крит вылетает, то чувака просто смело. То есть ты его ваншотнул. Иногда такие вот у меня, знаете, глюки. Так, варлок сюда. Так, о, плюс рыцарь. Хорошо. Бабку продам, плюс бабки будут. Ну да. Гениальная формулировка. Пу-пу-пу. Как же поступить? Как же поступить? Ладно. Мне на самом деле не хватает одного тролля. Мне нужен Вич-доктор, либо же Раста. Это тролль-шаман. Кто вдруг не знает, кто такой Раста. Так, вот чел с винстриком. Но я ему сейчас хрен что заберу. Он меня сейчас вынесет быстренько. Он, кстати, на магах играет. Через Тинкера играет. И через петуха. Угу. Угу. Ага, 17 хп осталось. Плохо, ребятки. Все очень-очень плохо. Морских, значит, надо собирать, кстати, против него. Ну, в принципе, если я найду умника, мне как бы будет абсолютно... О. Только о нем заговорил. Омник, 4 рыцаря. Я буду себя шикарно чувствовать. Только мне нужно найти одного тролля. Инвокер, здорово. Так, ладно, инвокера продам, инвокер мне не нужен. Оп-оп-оп-оп, вместо ДК сюда. Я Варлока не хочу, если что, продавать, потому что Варлок дает мне синергию чернокнижников. Только не скажи, что это конечное, пожалуйста. Так, перчатка сюда, имба. Минус 7, нормально, 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 нормально. Нормально, еще живем, живем. Баночка плюс 6 хп мне восстановил, отлично, мне дали минус 7, а я 6 хп восстановил. Сюда. Пожалуйста, дай мне берсерка раннего, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну дай мне раннего берсерка, ты падла. Скотина такая. Да не варлока. Зачем мне реликвии яиц, когда у меня есть вот такой вот приход яиц? Оу май. Оу май. Бэмс. Так, смотрите. Есть тайт. На самом деле мне сейчас нужен берсерк 2 звезды. И мне нужен омник в 2 звезды. А потом можно и тайда в 2 звезды. Это будет вообще идеальная комба просто. Но в первую очередь мне нужен берсерк. Мне не нужен деф. Мне нужен урон. У меня урона сейчас нет. Какая разница будет у меня... Да ну не, ну у меня 16 хп не должен меня снести. Минус 10. Просто дай мне берсерка. И все. Что, так трудно? Идет тупо все. Берсерк не идет. 6 хп. Да. Сильно. Это закон подлости. Я всю свою удачу слил на нежить. 100%. Ну ладно. Ну что ж. Будем драться достойно. 6 хпшки. Будет эпично. Ну чё, блин. Не, ну... Если сейчас за один раунд не придет все как надо, то даже я тут затащу. На секундочку так-то. Ага. Эта игра не попадет на YouTube? Ну...
Как же ему ответить там? Ща. Подожди немножечко. Это все нам... Ну, это все нам не надо. Это нам надо. Хотя на самом деле не надо. Так. Вот так отвечу. Скиллуху не подкачал. На самом деле мне теперь осталось только найти Омника и Тайда в 2 звезды, и все. Я буду полностью упакованный. Я Тайда поставлю вместо Медузы. Мне стан как бы будет поважнее, хотя на самом деле и окаменение тоже неплохо будет. Потому что Медуза на самом деле, она довольно-таки сильно дерется. Но Тайд как-то перспективнее выглядит. Но в первую очередь мне нужен Омник. Приходит Омник в 2 звезды, я буду защищен от магии. Да и в принципе от много чего буду защищен. И дебафы себе поскидаю. На нежити все спустил. У нас один мозг. Чисто миндальная связь. Я только об этом сказал. Пандочка в 3 звезды. Ну, извини, пожалуйста. Вынести, так вынес. На самом деле мне нужно не только будет морских. Ой, не только мне нужен Тайд, мне нужно будет морских поставить. Там форелька снес винстрик. Это плохо. Это очень плохо. Ой, да чтоб тебе черти пылесосили, серьезно? Не, ну ладно, это на самом деле не совсем уж и бесполезный предмет, но для меня сейчас это катастрофически бесполезный предмет. Вот конкретно сейчас. Да он в целом, ну так, короче, такой себе предмет не упал. Не очень хороший. Чернокнижников, кстати, апнули. Очень хорошо апнули. Теперь можно под чистым уроном ставить себе чернокнижников, и ты будешь получать универсальный отхил. Топовая тема. Серьезно, топовая. Прям 10 из 10 ставлю. Раньше вот этого хотя бы хоть чуть-чуть отхила не хватало. Это, кстати, 6 богов. Ой-ой. Ой-ой. Жить. Хорош. Ладно, я что-то вообще его разорвал без шансов. Я на самом деле думал, что будет похуже. Не, ну если бы там, чувака, наверное, предметы на безоружие всякие были и тому подобное, мне было бы жестче. Где мой Омник? Заразы. Мне бы еще, конечно, найти Рок войны. А там обезоружь, кстати, типочка. Но на самом деле мне плевать, потому что у меня есть Омник. Омник обезоружь-то скинет. Это если бы там был Хекс или что-то пожестче. Тогда была бы печалька. На самом деле, если вдруг чего-то, мне нужно будет Варлока убирать и ставить себе 4 морских. Чтобы магов спокойно переживать. У меня 6 хп, на самом деле. Я на таких соплях сейчас живу. Не знаю, я в свою победу верю сомнительно. Очень сомнительно верю в свою победу. О как. Он решил в Лину закинуть магическую призму, но на самом деле, не знаю, можно было бы и в Скай закинуть там, где... ну какая разница, в принципе, да. У него новой же синергии нет, то это, если бы у него была новая синергия наблюдателей, то, соответственно, можно было бы магическую призму закинуть в Скай, он бы по 3 целям так бэх. Ой-ой, Хекс. Неприятный Хекс. Такой... Но Хекс на самом деле пока летит не в берсерк, это пока все норм. Опс. Здорово. Минус 11. Сюда. Форелька там тоже проиграл винстрик. И все это не мне. Ну и ладно. Там просто Форель 4, это 6 воинов, 4 морских себе сделал. Хотел сказать 4 воина, 4 морских. Так, ну короче, у меня пик силы наступит тогда, когда я найду себе Омника в 2 звезды. Ну и Тайда еще в 2 звезды. Хотя не скажу, что Медуза плохая. Ну просто я не люблю Медузу. Медуза... Не, ну если Медузу, конечно, собрать в 3 звезды, то Тайд в 3 звезды будет лучше. Ладно, я надеюсь на то, что мне сейчас придет Омник. Я же пик силы это Омник. Он мне очень нужен. Это мой пик силы. Так, вот такая вот. Вот такое вот расстояние у Омника. Так, вот челик 6... это 6 богов. Ну, кстати, не, Медуза хорошо наваливает. Посмотрите, сколько урона Медуза накидала. 400.
А тролль 4600. Получается, можно медузу сделать в 3 звезды. И она будет разваливать. Надо будет как-то попробовать ее вот именно сделать такую мощную. Такую, знаете, леди, которая расскажет, что куда почем. На самом деле, знаете, я, наверное, рискну. У меня все равно 6 хп осталось. Я даже могу в топ-3 не зайти. Хотя там тоже все лоу хпшные остались. Но просто если сейчас не фартанет, то я отлетаю. И все. Я думаю, сейчас выпадет мне предмет и рискнуть найти себе предмет 4-го тира. Это БКБшку. С БКБшкой я буду уверен на 200%, что у меня будет все хорошо. Я думаю, стоит попробовать. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Правильно? Я думаю, правильно. Ну вот, кстати, чел собрал себе 6 богов под Скаем. У него там предметы, конечно, такие ужасные. Но, тем не менее, собрал. Там просто вот этот вот петух, у него 1 секунда КД. И, ну, выглядит, конечно, не очень. Может, когда там с магической призмой и все такое, может, это будет выглядеть хорошо. Не знаю. Так, двойных мобов я-то взял. Ой, у меня тренд был. Ладно. О, боги. Дай мне, пожалуйста, умника. Поехали. О, да. Теперь мне эти морские вообще нахрен не нужны. Но на самом деле я морских оставлю. Пусть будут морские. Ну, пока что оставлю морских. Попозже я их скипну, наверное. Ну, мне Тайдуха по-любому-то нужен будет. Я, возможно, доставлю еще одного чернокнижника, если омника не найду. Ну, вместо медузы. Я думаю... Ну, не так, не так. Найду омника в 2 звезды. Я, в принципе, могу морских убрать. И поставить еще одного чернокнижника, чтобы у меня было 30% от хила. Хотя, по-моему, и так нормально. Просто за 5 секунд БКБ я его срезал. Минус 14. Здорово. Еще один берсерк. Можно омника? Да иди ты. Хорошо же я БКБ нашел все-таки. Меня бы этот хекс душил бы, будь здоров. Надо, кстати, будет написать разработчикам и спросить по поводу омника. Да нет, это хрень. 4 морских сейчас ставить. Только если вместо варлока, но уберу варлока, лишусь от хила. Хоть и 10%, но они хоть чуть-чуть, но хилят. Вот такое. Надо будет разработчикам написать и спросить. Омник не должен скидывать хекс? Или это все-таки ошибка механики игры? Потому что, как по мне, мне кажется, то, что Омник должен скидывать все эти дебафы. Ну, посмотрим. Трехзвездочная панда, конечно, сильная. Ему бы, там, не знаю, 9 магов хотя бы поставить, либо 5 драконов попытаться собрать. Хорошо, что мне сейчас двойные мобы упали. Доживу до 35-го раунда. Боже, я столько предметов получу. Так, -1, пока. Минус 2, пока. Все, минус 2 уже. Хорошо. Иди в баню. Сюда эту прикормку. Сюда. Пэм-пэм-пэм-пэм. Так, я хочу найти еще рок войны под Варлока. Я думаю, ну, надо порисковать немножко. Все равно кто-то вылетит до 35-го раунда. Там осталось 2 хп у чувачка. И у меня 6 осталось. И у чувака еще 13 осталось. Это тот, который на панде катает. Так что, ну, по-любому сейчас кто-то да откиснет. Это буду либо я, либо они вдвоем. Я, конечно, верю, что это будут они. Ну, я хочу в это верить, то, что это будут они.
Ну, на самом деле, как же тролли приятно бафнули. Как же они сейчас быстро разгоняются. Теперь им в действительности не нужны предметы на скорость атаки. Ну, может быть, один какой-то предмет на скорость атаки взять и все. Но в целом им предметы на скорость атаки вообще не нужны, как по мне. Типа 70% ты получаешь сразу, и за каждую тычку еще стакаешь по 20%. Кайф, кайф. Бенз. Ну, очень приятные тычки теперь, боже, как хорошо сейчас их бафнули. Мне очень нравится. На самом деле, мне сейчас так повезло с предметами. Мне упала перчатка, мне упала БКБ. Все. Этого было достаточно, чтобы не сносить всех и вся. Кайф. Непременно кайф. Я так понимаю, этой духу не найду, да? Чел, кстати, на эльфов выиграл магом. Понял. Ладно, до 35-го дожить. Переживаю этот раунд. Можно всех помянуть тут будет. А если еще и по предметам повезет? О-о-о. На самом деле по предметам все просто. Я хочу МКБ, либо арчит. А из предметов третьего тира это шарбезный 100%, мифриловый доспех на всякий-всякий. Тут, ну, типа, мало ли, как говорится. Может быть, там, не знаю, башер кто-то найдет, да? Просто табло оторвет мне. Посмотрим. У панды 10 хп. У чувака на эльфах 2 хп. Так, эльф, здорово. Марсиан трехзвездочная, а ты, в принципе, не опасна. Смотри, топорики тебе по лицу. Бэмс, бэмс. А мы разгоняемся потихонечку. Бэмс. Ну, кстати, мартретка хороша. Все, пока. Пока, эльф. Рад был повидаться. Ладно, пока что не буду рандомить ничего, подожду чуть-чуть. Сейчас все-таки раунд с мобами. Куча мобов у меня будет. Естественно, ни одного тайда не найду. Зачем? Правильно? Пам-парам-пам-пам-пам. Ну, а Варлок реально тоже неплохой перс. Ну, просто мне бы ему рог войны закинуть, чтобы его големы хотя бы нормально дамажили. Потому что без рога войны они не очень дамажат, и они маловато живут. Плюс чернокнижники. Короче, я нашел плюс. Не, ну Омник, конечно, красавчик. Ой-о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 й. Я сейчас реально не сплю? Обалдеть. Вот это, конечно, прикол. Просто два предмета, которые я хотел, упали рандомно. Вот это я понимаю, шутка, минутка. Ай-яй-яй-яй-яй. Это просто лють. Это лють. Это лють. Я возьму щит 5-го тира. Не буду рандомить. Я лучше сыграю на гарантию немного, потому что мне и так КП осталось. Явно не для того, чтобы рисковать. Щиточек 5-го тира мне поможет, я уверен. Понял, тайдухи сегодня у нас не будет. Ну ладно. Что ж, обойдемся без тайдухи. О! Не, ну чел на панде, конечно, уворно поступил. Он себе собрал синергию Киры. Я не знаю, зачем он себе синергию Киры поставил. И вообще, зачем он предмет 5-го тира искал. Ему надо найти было посох 3-го тира. Без посоха 3-го тира у него тупо не хватает урона у панды. Я думаю, был бы у него посох 3-го тира, ситуация была совершенно иная. Все, пока. Пока-пока. Кстати, походу это ролик на YouTube. Так, урок войны, здорово, здорово, здорово. Я тебя ждал, держи. Держи, молодой горячий. Все для тебя.
Походу, это ролик на YouTube, ребятки. Там 15 хп, там 29 хп. Тут, кстати, нормальный такой тинкер. Но у меня очень хорошие предметы. Я же говорю, у меня лучшие предметы упали сейчас. Прям те предметы, которые я и хотел. Так, здорово, маг. Как дела тут? Как оно? Зевс с Аганимом, неприятно. Вообще плевать, ладно. Забираю свои слова назад, вообще плевать. Пока нет настаканного посоха, пока нет огромного Зевса, мне, в принципе, параллельно. Ладно. Я понял тебя, Тайт. Тайт, я тебя услышал. Ну нет, так нет. Ну что поделать? Не хочет Тайт идти. Зараза. Не, ну игра, я вам скажу так. Это что-то с чем-то. Ну причем вот этот вот чел вообще собрал просто 6 воинов, себе 4 морских и тупо сидел, кайфовал. Тут 9 магов, они очень приятные. Вопросов не имею. Пак есть, все есть. Но я оказался просто сильней. Да, я не ожидал, если честно. Не, сейчас, конечно, я загадываю еще. Есть еще один раунд, но я думаю, тут конечное сейчас будет. Да, конечно. Просто 2 пары топоров вылетело. -1. Ну и там -2. Танец победителя. Ну, получился ролик на YouTube. Фу, не, на самом деле я так перенервничал в моментах. Сразу видно, что мой подписчик накидал предметы как надо. В инвокере рок войны. Ну вот, если бы у него был Зевс в 2 звезды, то мне бы 100% пришлось бы ставить Тайда, потому что даже имея такие предметы с Омником, Зевс в 2 звезды с посохом 3-го тира и под Аганимом с такими предметами, плюс там магическая призма еще. Короче, он бы мне просто в табло бы прописывал знатно. Но только если бы я за 5 секунд, конечно, бы его не снес, потому что, ну, БКБшка ж у меня есть, все-таки есть. Если за 5 секунд бы я его снес, это другой бы разговор был. Не знаю, мне очень нравятся новые тролли. Ну как новые? Просто бафнутые тролли. Просто кайфовая игра. Мне очень нравится. Короче, ребята, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться. Кто не подписан на мой телеграм-канал, самое время подписаться. Ну, а кто может стать спонсором, становитесь спонсором. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.